Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні знову пропоную вам рецепт пасхальних смаколиків для наших діточок та подарунків. Перед вами пока продукты для теста. Точное их количество, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. И еще щепотка соли. Также понадобится повидло, сахарная помадка и сахарная пудра для украшения. Сливочное масло подойдет жирностью от 73%. Одно мелкое яйцо, чистый вес 40 грамм, и один желток. Не советую заменять крупным яйцом. По весу будет то же самое, но все-таки в тесте 2 желтка это намного вкуснее. Оно получается более сдобное и ароматное. Сахарная пудра, с ней тесто готовится намного быстрее. И просеянная мука. К маслу добавляю пару щепоток соли, пакетик ванильного сахара и взбиваю на средней скорости миксера до однородности и легкой пышности. Пару раз зачищаю миску, чтобы оно взбивалось быстрее. Ну, вот так вот и достаточно. Масло слегка посветлело, масса однородная, более пышная. Высыпаю сюда сахарную пудру, я ее предварительно просеяла. Обязательно просеивайте, чтобы в ней не оставались плотные комочки. Если сахарную пудру замените сахаром, даже мелким, крупный вообще не советую брать, то взбивайте его до полного растворения. С маслом он, конечно, не растворится. Взбивайте до кашицы, а с добавлением яйца и желтка добивайтесь полного растворения. Масса стала более пышная, немного напоминает крем. Можно добавлять яйца, но сразу один желток. Продуктов немного, они размазываются по миске, поэтому чаще ее зачищайте. Яйцо размешиваю до однородности и добавляю его частями. Каждую порцию взбиваю до полного соединения с масляной массой, и можно даже немного больше. И готовится это тесто без добавления какого-либо разрыхлителя. Поэтому хорошо взбивайте масло с пудрой, а потом еще с яйцом. Тогда тесто получится более легкое, возьмет в себя меньше муки, а печенье, соответственно, более нежное и хрупкое. Оставшееся яйцо и взбиваю до полного соединения продуктов. За это время и пудра хорошо растворится, и масса станет более пышная. Вот такая она получается однородная, ничего не отсеклось, и под лопаткой бухтит, как взбитый крем. Можно добавлять муку, я ее предварительно просеяла, но высыпаю не все, немного оставлю. И замешиваю тесто. Старайтесь его как можно меньше замешивать руками. Не согревайте масло, чтобы оно не таяло. Иначе тесто получится жирное, масло будет из него выделяться, а печенье твердое. Сразу просто перемешиваю, а потом лопаткой начинаю немного придавливать. Так быстрее умешивается мука. И старайтесь недолго замешивать тесто. Чем быстрее замесите, тем нежнее оно будет. Не развивайте клейковину муки, иначе тесто получится затянутым, печенье твердым. Поднимаю все с донышка. Вот эти все крошки, муку тоже умешиваю в тесто, придавливая его. На данном этапе оно получается очень мягкое, липкое, маслянистое. Но главное, что однородное. У меня еще осталась мука, и умешивать ее буду уже на столе. Посыпаю его сверху и начинаю замешивать. Сразу обваливаю муки, замешиваю нежно. Складываю, слегка придавливаю, совсем не так, как дрожжевое тесто. Не спешите сразу подсыпать всю муку. Добавляйте ее по чуть-чуть и вымешивайте. Вот такое должно получиться тесто. Мягкое, матовое, не блестеть от жира. Если выделяется жир, вытекает из теста, выпечка получится не такая нежная. Не очень песочная, а более твердая. Теперь мне понадобится 2 листа пергамента. У меня, как всегда, силиконизированный. Слегка подпыляю мукой. Тесто сверху тоже, только чуть-чуть. Немного раскатываю, просто выравниваю тесто.
чтобы его легче можно было раскатать под пергаментом. И вот теперь от середины катаю краешком. Пока оно толстым слоем, раскатываю и заглядываю под пергамент, проверяя его толщину. Если уже чуть меньше сантиметра, то скалкой начинаю просто растягивать тесто. Не раскатывать, а растягивать. Просто аккуратно растягивайте, не спешите. Тесто легко поддается, оно мягкое. Вот такое получается. Ровненькое, тоненькое, 5 миллиметров. Приклеиваю пергамент, выдавливаю эти пузыри воздуха, аккуратно перетягиваю на досточку и ставлю в холодильник минимум на час. Оно должно хорошо застыть, тогда уже можно будет выдавливать печенье и выпекать. Выпекать буду на вот таком вот коврике, сеточка, перфорированный силиконизированный коврик. Хорошо подходит для выпечки пряников, печенья, донышко получается ровное, без вздутий. Тесто пролежало в холодильнике 2 часа. Выдавливаю вот такой вот формочкой, ее длина 11 сантиметров, а ширина в самой широкой части 7,5. Форму в муку не макаю, чтобы краешки печенья были чистыми. Располагаю поближе друг к другу, чтобы больше можно было вырезать печенье из первого теста, но самое красивое получается. И чтобы меньше оставалось обрезков. Не страшно, что оно не поднимается вместе с формой. Его легко можно будет перенести скребком или поддеть ножом, даже руками. Сразу убираю обрезки. И посмотрите, насколько это просто, легко. Сразу же переношу на листик. Толщина, как я и говорила, 5 миллиметров. Уже греется духовка, температура 190 градусов. Вот эти вот два, я их буду выпекать позже, поэтому накрываю пергаментом и снова ставлю в холодильник. Накрываю для того, чтобы тесто не обветривалось. Первыми буду делать верхушки, поэтому вырезаю кондитерской насадкой, ее диаметр 3,5 см. Место для желточков. Серединки выдавливаю уже на коврике, чтобы это печенье не деформировать, когда будете переносить. Эти обрезки собираю в комочек и без добавления муки вымешиваю до однородности. И раскатываю точно так же, как первое тесто, между 2 листами пергамента. Ставлю в холодильник, пусть охлаждается. Пока печенье печется, я подготовлю повидло. Это у меня домашнее яблочное. Оно само по себе плотное, поэтому разминаю вилкой до однородности. Печенье испеклось, выпекалось 13 минут при температуре 190 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Подпекайте до такой нежной желтой колеровки сверху, тогда печенье будет намного вкуснее. Краешки, конечно, золотятся сильнее, но это вкус не испортит. Переложила на решетку, пусть остывает. И посмотрите, как оно колируется сверху. Вот такое красивое ровное донышко и ровные края. Благодаря тому, что тесто хорошо застыло в холодильнике. Подержите его подольше, и печенье получится более ровным, красивым. Я выключила духовку, подожду еще немного, пока второе тесто остынет. Точно так же отштампую и испеку донышки. Донышки тоже испеклись. Выпекались при такой же температуре и столько же по времени. Уже полностью остыли, смазываю их повидлом. Очень много не надо. И я вам не показывала, какие они после выпечки. Вот так вот подпекается донышко, краешки, а сверху только чуть-чуть золотятся. И после склейки получится вот такое вот печенье. Не толстое, аккуратное. Повидло можете взять любое, какое вам нравится. Хорошо подойдет еще абрикосовое. И по вкусу, и по цвету. Тогда желточек можно даже не заливать помадкой. Добавить еще немного абрикосового джема. И тоже будет красиво и вкусно. Под решетку простелила чистый пергамент и все верхушки засыпаю сахарной пудрой. А ту, которая просыпется, снова просею и где-нибудь использую. Аккуратно склеиваю печенье, сразу выравниваю, а потом придавливаю. Вот таким образом.
Осталось только подготовить сахарную помадку и украсить. Ее подробное приготовление есть на моем канале. В описании над рецептом я оставлю ссылку. Очень удобно сварить побольше, хранить в холодильнике, а в нужное время взять порцию и использовать. Сразу она вот такая вот плотная, поэтому разогреваю в микроволновке короткими импульсами до температуры не выше 50 градусов. Можно и на водяной бане. Доводите воду до кипения, потом уменьшайте огонь до минимального, чтобы вода не кипела, а только поддерживать ее температуру. И разогревайте, постоянно помешивая. Вот такая она получается текучая. Можно использовать вот такую помадку, просто подогретую. Но так как она очень быстро застывает, и это может произойти во время украшения, то лучше все-таки добавить несколько капель воды. Добавляю где-то 1/4 чайной ложки и немного желтого красителя. Хорошо перемешиваю. Видно, что даже с водой помадка становится плотнее, но больше воду не добавляю. Лучше еще раз подогрею. На печенье она еще потянет влагу от повидла. И чтобы не осталась мокрой, не потекла, а все-таки застыла, воду уже лучше не добавлять. Еще раз подогрела. Вот такая текучая. У меня уже подготовлен кондитерский мешок. Сразу же ее переливаю и украшаю печенье. Заполняю даже немного с горкой. Получаются вот такие вот желточки. При хранении помадка немного осядет, выровняется, подсохнет. Печенье можно будет сложить в коробку или в контейнер и хранить столько, сколько вам надо. В первый день, как и любая песочка, оно более хрупкое, крохкое, поэтому учитывайте свои вкусы, какое печенье вам нравится больше. Это уже на следующий день. Посмотрите, как себя ведет помадка, пудра. Ничего не потекло. Остается таким же красивым, но если где-то и стерлась сахарная пудра, то ее всегда можно обновить и подать на стол вот такую красоту. Печенье за ночь пропиталось повидлом. Получается более мягкое, но остается нежно-песочным. Помадка хорошо сохраняет свою форму, сверху подсохла, а в середине остается мягкой. Печенье получается очень вкусное и к тому же еще красивое. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых, угощайте друзей и приятного вам чаепития. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.